В общем, всем привет. Hello, Leute. Hello, everybody. Ни хаума. В общем, хотел сегодня, по теме по одной. Как бы она такая достаточно глубокая. И вот слышу, как там орет дискотека, как бы. И у меня такая мысль, люди, они как-то, особенно так сидишь у костерка такого, у плеска воды, когда тепло, хорошо, прям подумать хочется, насладиться этой вечером августовским. А люди там, они сходят с ума, они приезжают с города, напиваются, там веселятся дико, музыку там врубают. Реально какое-то звериное поведение, честно говоря. Такое а чем человек отличается от животного? Те же все рефлексы. Как бы, так по поведению. Не знаю, в общем, критически отношусь к людям. Ладно, вообще, сегодня хотел я поговорить немножко, новость вышла, что Путин призвал чиновников пересесть на российские автомобили. Так вау! То есть я как-то так восхитился, воодушевился, потому что, как сказать-то, такая автомобиль по нынешним временам вещь такая довольно-таки многоплановая, в том числе идеологическая. То есть давно у меня эта идея как бы в моем мозгу, так сказать, сидит, которая заставляет думать об этом, обо всем. То есть возьмите человека, у которого хороший, классный автомобиль. В основном у нас здесь в Сибири это джип. Какой-нибудь крутой джип, там хороший, достаточно большой. Какой-нибудь Volkswagen, например. А то еще бывают и Mercedes, и BMW бывают крутые, там японские всякие Тойоты, Лексусы. То, что у нас здесь частенько так я вижу. Всякие Ниссаны. Как бы хороший автомобиль, то есть если у человека такой автомобиль, значит он имел доступ какой-то к работе, какие-то связи и смог заработать на этот автомобиль. Если так немножко попытаться подумать, как этот человек, например, может относиться к нынешней спецоперации, я думаю, что достаточно критически. И сейчас объясню почему. Потому что после перестройки, если посмотреть, как все это работало, была экономика России, скажем так, подстроена под центр, под Запад, то есть под гегемона, стала такой периферийной экономикой. То есть правило этого отбора, когда лучшие, допустим, уезжают на Запад, все лучше уходит на Запад. Технологии уходят на Запад и так далее. Люди отъезжают от ток мозгов. То есть эта технология, она очень нехорошая в самом-то деле. Это рыночная, либеральная идеология, но она позволяет именно поддерживать этот класс тех, кто владеет ресурсами. Этот западный, так сказать, истеблишмент, эти кланы, которые всем этим обладают, чтобы люди, чтобы они не роптали, не задумывались о социальной справедливости, люди должны думать о чем? Они должны думать о том, чтобы как попасть в этот клан. Такая фишка, которой я тоже за многие годы пришел, пытаясь осознать, что происходит и как это вообще работает. То есть, либо ты захочешь делить ресурсы, революции и так далее, либо ты
не захочешь делить ресурсы, ты захочешь стать лучше, 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 как остальные, там, self-made man, это идеология. Она, кстати, среди определенных людей срабатывает, и определенные люди по ней как бы, да, создают сами себя, создают свой успех. Но далеко не все, скажем так. То есть там все зависит от условий, от связей. То есть вот эти вот, кто-то смотрит, если вот эту программу наследники кого там, куклы наследника Тутти, очень интересные вещи рассказывают. Вот, например, про альфа, гамма, альфа, что-то такое там про, это какая-то фишка в американских вузах, женская причем, когда там, если ты туда попадаешь, а туда попадают далеко не все, только избранные по определенным параметрам, ну, перед тобой открываются очень хорошие перспективы в карьере и так далее. То есть, как бы, там рассказывали про жену, так, по-моему, про Камилу Харрис как раз рассказывали. Это она, а потом было про жену Байдена, но, по-моему, даже вчера, но она, по-моему, там про нее ничего не рассказывали по поводу вот этого братства, так сказать. Ну, в общем, речь-то про что? Про то, что идеологически система выстроена так, что как бы у человека может быть два направления, либо одно, либо другое. Либо ты будешь думать о социальной справедливости, это социалистическая модель, так называемая, которая изничтожена, и вот как раз поэтому она и была изничтожена. Более того, коммунистов там чуть ли не расстреливали в одно время в Америке. То есть мне американец один просто рассказывал, что там идеология была такая антикоммунистическая, очень такая. Как бы, чем она отличалась от расизма, не очень понятно, но я имею в виду вообще, в принципе, если так вот посмотреть, то есть как бы расстреливать за то, что ты коммунист, отличная капиталистическая идеология. И понятно теперь почему. Потому что там совсем другое даются, людям дается совсем другой смысл, другая идеология, другое мироощущение. И вот технология, опять же, когда, то есть если ты хочешь лучше жить, то не надо стремиться к социальной справедливости, надо достичь успеха. Ну, про это не говорится, но по сути успех достигается достаточно часто за счет других. То есть, там бывают более мягкие, скажем так, схемы, когда ты там за счет создания своей организации, менеджмента и так далее, но все равно это в любом случае будет за счет в том числе твоих работников. Ну, в общем, понятна схема, да. Я вот опять начал с одного и начал углубляться, так сказать, в теорию. Ну, в общем, ладно. Факт в том, что человек, который на таком автомобиле ездит, он, скорее всего, все-таки человек прозападный. То есть, потому что вот этот автомобиль с хорошими технологиями, с отличными характеристиками, с удобством и так далее, продвинутый, он там экологичный, понятно, там тоже понятие такое растяжимое, если покопаться, еще неизвестно. То есть он, по сути, как бы можно предполагать, хотя это не точно, естественно, кто-то может быть и нет, в среднем этот человек все-таки признает превосходство Запада, его лучшее благополучие, его, соответственно, то, что он лучше. И в лучшем случае это вообще там жить лучше, там все лучше, технологии лучше, отношение к людям лучше. И, соответственно, вот это вот есть символ, и он на нем ездит, и он деньги заработал. И, внимание, вот я рассказал про идеологические вещи, а теперь еще такая вещь. Как была устроена экономика России. Ну, она и сейчас, конечно, устроена на трубе, скажем так. Очень большой процент бюджета ВВП России все-таки получается за счет газа, нефти,
сейчас все это переориентируется на восток. Ну, факт в чем состоял? Он состоял в том, что по своей сути экономика России в достаточно большой части была основана на том, что продавали нефть, на полученные доллары, так называемые, шла закупка продукции западной, высокотехнологичной, и было время, когда и продукты закупали в самом деле. По сути, вот эта вся закупка шла в конечном итоге именно на нефтедоллары. И там большой процент продукции, ну, по крайней мере западной, это все шло все-таки на заработанные вот эти деньги. Соответственно, от этих денег торговых, то есть продажа нефти, обслуживание вокруг, там многоступенчатая, многослойная такая получается экономика в этом смысле, было завязано достаточно много людей на продаже. Опять же, я говорю, через всякие сервисные вещи и так далее, которые там социальные тоже, которые как-то были связаны с этими сервисными вещами там. Ну и наоборот, и достаточно много людей получали тоже хорошие деньги на торговле, соответственно, на закупе продукции западной и продаже ее здесь. То есть мы жили вот на эти нефтедоллары, скажем так. Соответственно, эти люди жили хорошо. Они, соответственно, получали хорошие зарплаты. У них есть автомобили. Там, опять же, тоже можно разделить на очень такую многослойную, многоуровневую вот эту вот пирамиду. Там олигархи с супердоходами и ниже. Ну и просто как бы вот эти люди, которые, допустим, занимаются каким-то бизнесом, даже который, может быть, вообще не связан напрямую с нефтедолларами, может быть, даже что-то даже и производят, но все равно это в итоге все выливалось, тащилось все за счет нефтедолларов, скажем так. И в этой системе люди хорошо жили, хорошо зарабатывали. И вот жили вот в идеологии западной, и в итоге у них вот это западные автомобили, как символ, то есть того, что они верят все-таки в Запад. Так что то, что очень хорошая идея со стороны Путина все-таки, если ты хочешь верить в Россию, развивать Россию, то есть, ну, давай, как бы, хотя бы давай сменим символ, на котором ты ездишь. Символ будет не зарубежный Volkswagen, который нас, мягко говоря, скажем так, предал Россию, с которой получал хорошие деньги, из которой просто ушел. Пусть это будет Лада, которая будет собираться. Ну или там же кроме Лады еще какие-то. Ну, Аурусы это, наверное, дорогая будет вещь. Из китайских комплектующих. Пусть лучше из китайских комплектующих делают российский автомобиль. А вот эти чиновники пусть думают о том, как сделать всю нашу экономику лучше, чтобы производилось лучше все, лучшие материалы, лучшие станки, лучшие мозги выпускались, лучшие инженеры и лучше производились автомобили. Вот когда все так будут мыслить и думать, мы будем ездить на автомобилях, на российских, не хуже, чем Volkswagen, Mercedes, Audi и же с ними. То есть как бы, ну это, конечно, случится не сейчас. Для этого нужно, там, может быть, не один десяток лет. Все быстро не происходит. Ладно, на сим, наверное, все уже затухло. Просто такая развернул я эту теорию.